Вряд ли. Ford. Это, конечно, совершенно новогодняя история. Началось все с того, что нам написал какой-то мужик из Канады. Есть, мол, говорит, скорая помощь, хочу отправить в Украину. Ну, думаю, почалось. В 95% случаев такие письма не заканчиваются ничем, кроме геморроя излишнего. Человек пришлет еще 15 писем, будет клевать мозг 20 месяцев, задавать вопросы, требовать ответы. Главное, чувствовать себя сопричастным к какому-то делу, а потом тихо и незаметно пропадает с экранов с нулевым выхлопом. Таких историй у нас уже была просто куча. Ну, собственно говоря, так и здесь все и было, так оно и началось. Человек полгода, Карл, писал письма, задавал вопросы, требовал ответов, консультировался, как лучше, так, сяк, куда отправить, куда переслать. В общем, короче говоря, все мозги выклевал. Придумывал то одну проблему, почему машины еще нет, то вторую, то третью. Ну, короче говоря, типичный вот это вот разглагольствование. Стандартный типичный балабол, короче говоря. На моменте, когда человек написал, что в салоне сломался кондиционер и за ремонт кондера просят 8 тысяч, я уже подумал, все, прекратить общение, потому что, очевидно, что какая-то хренотень. А потом бац! Встречайте, говорит, машину в порту, высылаем бочками, уже, говорит, погружена на сухогруз и плывет вам через айсберги Атлантики. В общем, короче говоря, знакомьтесь. Алексей Борщевецкий из Канады купил на свои деньги вот эту старую скорую помощь. Полгода реально с женой Екатериной ее ремонтировал, латал, возился там, перебирал, доукомплектовывал, ездил в Соединенные Штаты там за одной комплектацией, там в Аляску за другой, там на запад Канады за третьей, искал где дешевле, там все покупал, добивал там солнечные батареи, аккумуляторы, дефибрилляторы, кабели, панели, вот все вообще, да. Короче говоря, человек вложил в машину 35 тысяч канадских долларов, своих личных. И в итоге сделал из нее вот такую вот конфетку, швыдку-канадку. Потом был перегон через пол Канады за 2000 километров от Торонто до Галифакса. Потом она уже плыла через всю Атлантику до нас, как я уже и сказал. Потом в порту какой-то чертов коллекционер украл передний канадский номер. Нам пришлось искать фирму, которая способна делать канадские номера в Таллине. В итоге сделали пластиковые. Потом Леха прилетел сам, чтобы оформить документы приема передачи машины. Заодно и поработал у нас как волонтер, съездил с нами на границу с Латвией, в Баптистскую церковь, загрузили мы там 10 кубов медицины в бусик. Потом эту медицину погрузили в швыдку-канадку, а потом она ушла на фронт. И сейчас уже спасает жизни на юге. И вот Алексей с Екатериной и сыновьями сидят в заснеженной Канаде и смотрят, как им дякуют бойцы 48-го окремого батальона имени Намана Челебиджихана. Давайте и мы подякуем Алексею. Офигенная машина, Лех, вот просто офигенная. Спасибо тебе. Я, честно говоря, уже даже и не верил. Спасибо тебе, наш канадский Санта. Привози нам еще таких салазков. Вот прям радостно такие вещи грузить. Но место там, конечно, просто вагон. Удивительно огроменная машина. Сюда у нас полконтейнера сейчас лезет. Ну вот, еще хрен знает сколько медицины напихали сюда. Здесь амбар просто огроменный. Вот это все теперь едет тоже. Вот так вот. I'm going to Ukraine. Ну что, смотрите, что у нас есть. Швыдка-канадка. Это нам прислал Алексей из Канады. Сам купил, сам ее все оборудовал, сам пригнал. Я думал, нам много пишут, я думал, не доедет. Доехал, сам пригнал, все, славно помолил. Пойдемте покажем, что там внутри. Таких ящичков тут дотерто. Вон всяких мест возможных.
тут вот запчасти там есть, но это мы сзади сейчас покажем. Кленовый сироп он даже парням прислал. Ну и тут все забито медициной, там дефибриллятор, здесь запчасти, вакуумные отсосы, там вон коробка с запчастями стоит, носилки, все. Колесо, вакуумный насос уже установлен. Короче, такая машина. Просто танк танков. Ford трактор. Вот настолько она внутри как Space Shuttle, как челноки раннего производства, по-моему, очень похож. Вот. Леха сделал такую машину. Общая стоимость этой машины ему обошлась там совсем с ремонтом, с запчастями, с медициной $35 000 канадских. 35 штук, вот человек подарил, признал на фронт. В течение с ней был вагон. Вот сейчас она едет пацанам. К сожалению, в категории у меня нету. Поэтому погонит эту красавицу кто-нибудь, кому повезло больше. А я, опять пойду грузить. Так, сьогодні відправляємо 2 машинки швидкої допомоги у батальйон 48-й окремий штурмовий. Ось такі 2 чудові машини. Одна із Фінляндії, ми її там купили на ваші донати, дякуємо вам. А ця машинка приїхала до нас з Канади. Дякуємо Алексею, що він її нам доставив. Ми її трохи підшаманили, підлампічили та відправляємо. Доброго дня, ми медики 48-го окремого штурмового батальйону. Дякуємо всім, хто донатив, та особливо організації Sub.ua. Дякую всій команді та журналісту Аркадію Бабченко за чергову машину та обладнання всередині. Дякую нашим друзям-волонтерам за надану допомогу та транспорт, які допомагають нам рятувати життя наших бійців. The medics of the 48th Brigade thank Sub.ua for the vehicle. Слава Україні! Героям слава! All right, you guys gonna watch a video. You can tell me what you think. Доброго дня, ми медики 48-го окремого штурмового батальйону. Дякуємо всім, хто донатив. So if you would have opportunity to do it again, are you gonna do that again? Possibly, yeah, because it was awesome. It actually has air conditioner. Well, it's like the biggest thing. It's got air conditioner. That's the biggest thing for you. Ну а мы продолжаем помогать. Присылайте нам свои донаты. Будьте как Леха с его семьей. Будьте как Алексей с Екатериной. И присылайте нам свои машины тоже. Реквизиты внизу. Продолжаем. Слава Украине!